I'm Patrick Lancaster, and right now we're in Gorlovka, not far from the center. And as we've been coming up here, we've been hearing shelling, and in fact, this area in this city has been coming under Ukrainian shelling. We can hear it right now, every day, today all day, all morning, all night, and every day. Yesterday there was many incoming shells and damage. Here in this apartment building this morning, there was a man, at least one injured. He's in the hospital now. We hope he's going to be all right. We might go see if we're able to interview him to see what happened. But right now, we're on the scene here at this apartment building to show you what the situation is. You can see the welders are fixing the gas pipes that were ruptured here. Now we're going to go in and see what the situation is inside. So please like, subscribe, and share, and help us show the world what's really happening here. And remember, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some facts on what's really happening on the ground to the people in Donbass. Вы видели, да? Вот они, понимаете? Вот оно прошло. Вот оно прошло. Это был именно... Это с кухни, да. Вот я вам на кухню сейчас покажу. Идемте на кухню. Там прямые кухни. Вот прямые, вот оно, смотрите, прямое вот в кухню, вон прямое в кухню, вон газовую печку. Да, вот так оно летело туда. Вот оно, So we're straight through the wall here and right into the bathroom wall there. И можете сказать, сколько времени это было? Я вам сейчас скажу, сколько время я звонила сразу узнавать по поводу, сейчас недавно, я сейчас вам скажу, это как раз сразу после этого было. Так, соседка, 9:57, это я уже, сейчас, нет, сейчас, секунду, 9:22, вот это сразу после 9:22, это да? Я звонила уже, когда уже было известно. Ага. И я слышу, ранен тоже был, да? Парень вот сверху пострадал на втором этаже. Ага, один, там есть два... Один, ну я не знаю, я знаю за одного, может еще где-то. И сколько прилет был? Вы был дома, да? Я была на работе, я работаю в детской поликлинике, медсестрой. Я была на работе в центре, это просто, что мне сообщили, что у меня здесь совсем все плачевно, я приехала домой. И вы знаете, сколько квартир был прилет? Еще раз. Сколько квартир был прилет? How many apartments were damaged? Сколько квартир было повреждено? Ну здесь весь подъезд, вы же видите, кроме 5-го этажа практически все квартиры с этой стороны повреждены. Еще соседний подъезд там тоже вон, до 5-го этажа повреждены. И можно сказать... вот основные здесь летели, вот они ложились сразу под подъездом. И тут военный объект можно... Ничего, вот 3 дома частного, тут даже нету, спальный район, дальше вот пустырь, дальше идет квартал полностью. Здесь ничего нету. Ага. И как вы могу сказать, откуда это стреляет? Это прямой, вот летело с Дзержинска, вот оно по снарядам видно, что летело с той стороны. Вон Дзержинск прямо, вот так у нас Дзержинск. И это оттуда летело. Это украинский там, да? Это украинский, да, потому что оно прилетело все сюда. Вот ударная волна шла все сюда. И как вы подумал, почему они стреляют на мирный район? Вы так спрашиваете, 8 лет они нас стреляют. Мы ж не знаем почему. Я понял, я 8 лет вопрос, это я сам не понимаю. 8 лет мы здесь, но первый раз так прилетело сильно. Осколки были на той стороне, тоже были побиты окна, но не у нас. А вот это сегодня как раз только нам досталось. None of us understands why Ukraine fires on the civilian areas. There's no military here. Я могу просто показать, вот гляньте, это вот остатки красоты, которые, видите, что творится, это был на окне, да? Вот на окне, да. Это Слава Богу, не дома, да? Нет, я была, если бы я там сидела, как раз бы у меня. Я была на работе. So, спасибо большое. So let's see what else the damage caused. What? И был прилет, и все, тут все накрыло, тут все было в тумане, мы даже деревья не видели.
и все вот это, ну... Можно сказать именно, где прилет? Это был this, или на дом, или как? Нет, вот отсюда, вот посмотрите, вот посмотрите. Здесь у нас был ровный асфальт, сейчас этого Ага, нет. Вот, смотрите, вот. Они вот это вот, видите, посекло все посекло. Ага. Вот, там стекла, там были попадания тоже. So это был именно... Именно тут вот и- сюда, Да, да. и скола, И да? осколки, и все. И вот это все у нас полетело, и газовую трубу задело, да, и газом пахло, и очень сильно, да. So если это как оттуда, это от этой А стороны, это оттуда, да. И что там? Это Дзержинск, Дзержинск. это Нью-Йорк. Нью-Йорк. Да. Это все украинский контроль, Да, да? с Украины, конечно. Ага. Это все Украина. И почему они стреляют? Может, военный объект здесь? Здесь нет военных объектов. Вы видите, мы здесь вот все жители, все мирные жители. У нас нет военных здесь. Вот Ага, так, видите, понял. прилетело и все. Здесь у нас там на 5-м этаже, вот во 2-м подъезде на 5-м этаже, даже еще осколок стоит в этой, скажите, в окне до Ага. сих пор. Я слышал, раненый тоже был, да? Кто был? Ранен. There was injured people, yes? Да, мужчина, то ли осколочное ранение, то ли, может быть, полетело стекло и его посекло. Приехала скорая помощь, его вынесли, и 32 года, да. Ага, тяжело или... Ну, увезли, да, он посеченный был весь, да. Ну, дай был, Бог, все да, хорошо да. будет. Ну, спасибо. Как зовут? Лариса меня зовут. И адреса это где вы сейчас? Адрес – это Великан, это центрально-городской район города Горловки, Великан 3, Великан 5, Великан 7. Ага. So, спасибо большое. Удачи вам. Удачи вы. So, we've talked to the people here on the ground, showing you what the real situation is, and as I understand there's been many incoming shells in different parts of Gorlovka. Like I said, we can hear the shelling now. And we're going to continue on, possibly go to another location, even maybe go and talk to the mayor of Gorlovka, Ivan Prihotko, and see what he has to say. As we always do, play everything by ear, find out the real information. We don't go off of a script. We show you exactly what's really happening here. And now we've moved on to a different location in Gorlovka where there were more shelling. And now we've moved on to a different area in Gorlovka where there was more shells that came down not long ago. And we're going to see the damage here and talk to the people as we normally do. Здравствуйте. Не, он еще, здравствуйте, еще не проезжал. Они пошли, это за клеенкой. Сходишь, что? Здравствуйте. Можно сказать, что произошло и когда? Обстрел был 11:30. Да? Да. Откуда? Со стороны Украины. Да? Да. Града, с града. А, град, Да, да? град, да. Ага. И как это, может, военный объект здесь или как? Как тут нет военного объекта? Где? Тут мирные жители. Ну почему, как вы думаете, почему украинский стреляет здесь? Почему? То, что обозленные. И стреляют по мирным жителям. Да? Да, то, что несут большие потери, котлы их делают, и они это... Это твоя квартира? Нет, это не моя квартира. Я пришел посмотреть. Моя квартира там дальше. И тоже попала. Еще в один дом, так, рядом. Ага. Понял. Потому что, говорят, они обозленные. И вот решили это, свое зло согнать на мирных жителях.
Ракета она попала или это была? А нет, это дырка была. Можно сказать, что это? Град. Да? Ну, град, что не видишь? Она ж- А только один град пошла или сколько? Там еще. А, сколько Там, прилет? в садике вот этом старом, потом в 27-м доме, 27 что, да, возле меня. тоже. да, в 27-м доме, в садик старый попала. Ну и здесь, я не знаю, куда она падала, по Ага. карьеру. Раненые есть? Ну я не Слава знаю, Богу, нет. раненых вроде, за раненых не знаю. Ну, моего, вот пришел же посмотреть, как раз в квартиру. And so now we're going to go down the way a bit and see another home and possibly a kindergarten that was hit. We're trying to get as much information as we can, but this just happened not long ago, so we've got to take everything as it comes. Вот осколок. Ага. Как он долетел? Откуда вот? Это с чего? Да, железо вот, тяжелое. Ну где-то 10 или 12 раз пролетело. And this whole road we're walking down because all these areas were hit by this grad this morning. We keep finding more and more pieces of shrapnel from the grad rockets themselves. Yeah. Разлеты. Это ж, Ага. ну там нету где-то. This whole area. Града. Там только воронка и все. А где осколки не видно. Он вот оттуда ж летело. Ага. Вон даже видно земля. И надо считать же сколько. Вон, как раз воронка. Следующий. Вон воронка. Тут больше даже, глубже. Все? Глубже воронка. Ну больше глубина. А ничего ж нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сказать, что произошло? Прилетел снаряд. Грады прилетели. Время какое? Я не знаю, я была на работе. Где-то дома 10 часов. Ага. Откуда? Откуда? Оттуда? Это кто там? Со стороны Дзержинска. Держись. С Украины. Ага. От Дзержин. Там Дзержинск. От Дзержинска. Тут военный объект или нет? Военный объект Нет, здесь? вообще нет. Ни Нету военных, здесь ни никого, здесь объектов мирные никакого. жители живут. Ага. Почему украинский стреляет здесь? Не понимаем. Они уничтожают просто мирный народ и все. Ага. Борьба против русских. Воюют против русских. Уничтожают русских. Просто Ну вот. уничтожают. Там Она было... идет с Америкой. С Евросоюзом. Возле 7-го дома там это, чехол торчит. Кожух. And we can see this is a civilian area. We see the people living here. We see what they have to say about the situation. And we just see impact after impact, window knocked out after window. Это садик тоже пропал, да? Ну там не рабочий садик. Ага, Ну там как раз в это, в асфальт. ага, понял. Это далеко? Да мы уже прошли. Ага. Что, пойти показать вам? Да, если не тяжело. Да, не тяжело, просто вот надо окна забивать. So, счастливо! До свидания. Да, будьте здоровы. Спасибо вам. 25 февраля. Горело, наверное, да? Вот. Ага. А это старый садик, да? Да, он уже давно, да. Лет 15 он не функционирует. Это, наверное, Ну это ж не град. это не град, да? Да, ну если... А может быть здесь сильно это... Не, это град. Град тоже. Да, тоже град. Ну, это ж не, это алюминий. не мина. Не мина, я думал, может быть мина. Не, точно не мина. И вот. Да? Ну это ж алюминий. Может быть хвостовик, а там же что торчало? Кожух. Они Там есть, металлический. Они есть, да, это как много штук это. Ну это как оно, наверное, эти крылья, наверное. Можно, или кожа.
Ну там вон стекла вон повылетали, тут рядом и там, конечно, где, ну это. And here's the third clear impact we've seen. And we could see we're totally surrounded in apartments. There's an apartment there, apartment here, an old kindergarten they say, but it hasn't. It's abandoned. And get a little bit of a fire up here in the tree. But we could say this looks like grad as well. So we're seeing 3 impacts. Сколько прилет всего был? Ну, 10 или 11. So there has been 10 or 11 incoming this morning, and we found the actual impacts of only 3, but this is a huge civilian area, so we don't know exactly where it all fell. Да. We can see people are used to it, still living their lives. Okay, so now we're gonna head back to our starting point, because we've covered quite a couple kilometers, and we had a flat tire, so hopefully Sasha been able to handle that. But we're gonna keep on and show you exactly what's going on here on the ground. Okay, so now we're off and we're going to be headed to talk to the mayor of Gorlovka about the overall situation day by day in the city. Иван Сергеевич, в 2 словах расскажите, пожалуйста, общая обстановка в городе, как сейчас развиваются события. Ну, за последние 2 суток ситуация стабильно ухудшилась порядка более чем в 2 раза. За вчера мы имели 53 обстрела и 2 раненых. Сегодня с 8 утра до часу дня мы имели уже 31 обстрел. На сейчас это количество увеличилось более чем в 2 раза, но пока мы не можем обследовать до конца все территории, которые подверглись обстрелу. Обстрелы ведутся с территории за Нью-Йорком, с территории Дзержинска, бьют по центру города, сегодня особенно. Бьют по объектам жизнеобеспечения. На сейчас стоит 47 трансформаторных подстанций, из них 2 имели прямое попадание. Бьют по линии электропередач, бьют, естественно, по водонапорным станциям. На сейчас уже 2 раненых из-за прилетов в центре города на 88-м квартале. На сейчас вот более-менее в последние 10 минут слышите, то чуть-чуть поутихло, но дай бог, чтобы утихло уже до вечера. Ну и, насколько я понимаю, воды в городе нет. Воды нет не только в городе, воды нет и вообще на всей западной части республики, это и Донецк, и Ясиноватая. Запасов в городе воды осталось порядка дней на 30 при экономном использовании. Что будет дальше, будем смотреть. Но горловчане, надо сказать, относятся очень экономно к воде. Мы потребляем сейчас порядка 30 тысяч кубов в сутки. А при нормальном потреблении мы потребляли 110-120 тысяч кубов. Поэтому дай бог нам протянем еще какое-то время. Насколько я понял, где-то на Горловском направлении есть какой-то узел, который сейчас контролируется украинской армией, вот именно по воде, который... Нет, мы говорим сейчас не об узле, мы говорим о всей территории протяженности канала Северский Донец-Донбасс, это порядка 79 километров. На стороне Украины находится 3 подъема по воде. Подъемы созданы для того, чтобы поднимать воду до нужного уровня, она шла естественным уклоном. Общий перепад на этом протяжении этих километров порядка 200 метров, поэтому стоят 3 подъема. Весь канал питается от Славтец, под славянской электростанции. Она работает исключительно на канал. Все эти объекты сейчас находятся под угрозой взрыва. Все 3 подъема, сама дамба плотины на райгородке, ну и, собственно, Славтец. Если на 3-й подъем уже поврежден со стороны Украины, мы пока не можем оценить какие-то разрушения. Он был подорван буквально 2 недели назад. Ну, будем смотреть, что дальше. When was the last time there was a day that Ukraine did not fire on Gorlovka? Когда был последний день, когда по Горловке не стреляли? Это вообще практически сложно сказать. 24 февраля стреляют каждый день. Безусловно, такие дни были, но я не насчитаю их более 5. So, принцип каждый день, да? Да, безусловно.
Просто больше, меньше, ну нет. Если мы сейчас посмотрим отчеты, они у нас, мы с 24 февраля считаем каждый обстрел, считаем каждый день. На моей памяти нету минимального количества какого-то без обстрелов. Есть минимальные 3, 4, 5. И самый страшный день был 27 февраля, когда было 117 обстрелов, было ранено 20 человек и 5 человек погибло. Хорошо, спасибо. Можно правильно представиться себя? Приходько Иван Сергеевич, глава администрации города Горловка. Спасибо большое. Okay, we've shown you everything on the ground here in Gorlovka, what has been happening and what is happening. And you see, from what the people say, what the mayor of the city says, Ukraine launches on Gorlovka every day and has been doing it every day for many months and as long as they can remember. We're just here showing you exactly what the facts are without any script, just seeing how it is as we find it. So we're going to continue to do that. So please, let's spread the word together. Like this video, share it across all social media, subscribe if you're new, and remember we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Let's get the word out.